Итак, есть ли смысл в одной солнечной панели? Нет смысла, сейчас все в этом видео расскажу. Ну, безусловно, он есть, конечно, иначе бы это видео не снимал. Мощность 280 ватт, 10,5 ампер и 44 вольта. Это максимум, что она может выдать. Вот ее провод пошел. Вот он пошел. И заходит вот в контроллер. Как вы видите, заряд идет. От самого контроллера провода идут на один аккумулятор. От инвертора провода через клеммы идут на другой аккумулятор. И крокодилами они параллельно друг к другу подключены, так как у меня инвертор идет на 12 вольт. Но даже прикол сейчас еще, друзья, есть один очень интересный. Смотрите, у меня вот счетчик, видите? Это сколько я намайнил ватт. Киловатт 440 ватт. Это за все время. Конкретно сегодня 440 ватт. Конкретно сегодня. Вот, с этим все понятно. Он у меня вот так включен сюда, счетчик. А от счетчика уже идет удлинитель, который подключается и идет туда, в сарай. Вот, от этого удлинителя, который подключен вот сюда, у меня идет зарядная. Заряжается от инвертора сразу вот аккумулятор. А эти два аккумулятора заряжаются уже от солнечной панели. Вот, значит, в чем мораль? Эта штучка тянет от 50 до 70 ватт. Заряжает, в общем, вот этот вот аккумулятор. Вытяжка работает 15 ватт и лампочка 10 ватт. К сожалению, у нас вот такая сегодня погода. Но с утра сегодня было солнышко даже. И даже было сегодня рекордная циферкой 7 ампер. Ну, 10 это максималка. До летом оно будет выдавать. В такую погоду, конечно, вы много шаровой энергии не возьмете, как я вот за целый день. Это с 9 утра. Кстати, солнечная панель немного греется. Вот вы можете видеть, снег идет. На ней снег тает. Вот, безусловно, она выгодна. Вы можете зарядить всегда аккумуляторы. И еще дополнительные. Можно сразу, чтобы вот это не заниматься вот этим вот рукоблудием, можно сразу 4 аккумулятора подключить последовательно, либо параллельно и заряжать. Но, скажу вам так, нет, 4 вы не подключите, потому что только получится 2 на 24 вольта. А вообще тут все и написано, собственно говоря. Что сколько вы можете подключить? 24 вольта максимум оборудования. Да, вы не подключите 4, чтобы 48 вольт заряжать. Но, если вы их, как у меня вот эти два, все 4 запараллелите, то есть не последовательно, а параллельно, то есть увеличите емкость, вы сможете сразу 4 заряжать. Я 4 заряжал, у меня уже есть видео на канале, переходите, смотрите. В общем, теперь по стоимости давайте чуть-чуть. Значит, вот показатели аккумулятора. 62 ампер-часа. Вместе 124 ампер-часа получается. Вот. Провода желательно использовать четверку, а лучше шестерку, вот как вот эти. Ну, у меня здесь 2,5. От самой панели 1,5 идет. Ну, к лету я по-любому сделаю, это очень рисково. Итак, давайте пройдемся теперь по цене. Вот такой аккумулятор можно купить от 1500 новый до 1700 гривен. Вот такую штучку можно купить от 400 гривен до 1000 гривен. Вот такой инвертор от 1500 гривен. Это все новое. От 1500 до 3500 гривен. Ну, и десерт. Вот такая солнечная панель. Она обойдется вам где-то в среднем 35-50 евро. Новая. Всю эту станцию можно собрать за 100 долларов. То есть это одна солнечная панель. Вот такой вот инвертор. Сами знаете, где его заказать подешевле в интернете. Вот такой контроллер. Здесь, кстати, что куда подключать нарисовано. Вот солнечная панель. Вот аккумулятор, а вот инвертор. Ну, я предпочитаю, чтобы она не отсекала, все сюда бросать. Предохранитель в инверторе стоит. Не путаем плюс-минус. Все подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Ну, то есть,
чтобы не было вот этих вот моментов. Заведите себе обязательно мультиметром, для того, чтобы мерить амперы, вольты, ну и так далее. Вот. Пока я с вами говорил, видите, уже 10 ватт капнуло. То есть тут, в общем, киловатт 450 ватт напалено. Ну, я обновляю этот счетчик постоянно кое-как. В следующем видео покажу, как это я делаю. Ну, в общем, не об этом сейчас. Я обновляю и каждый раз я проверяю, какое оборудование, сколько реально напаливает через этот счетчик, потому что мне очень важно знать мощности, все точные. Вот. Я уже показывал все разные станции и за $200, и за 250, и 300 солнечные станции, какие можно собрать. И аккумуляторов я купил свинцовых много. Я буду сейчас переходить на литий фосфат. Вот. А что у меня сейчас работает от розеточки, я вам сейчас покажу и зачем расскажу. Кстати, если кто-то будет по поводу генератора что-то говорить, он у меня стоит. Типа, много ты отработал электричество, много ты там наэкономил, много ты там шаровой энергии получил. Немного, но чтобы вот это вот у меня работало, мне не нужно за это генератор включать. Да, панель не быстро окупится, я согласен. Но эту я включаю штуку, когда нет совсем света долго и нужно там чайник включить. А так у меня панели работают. Кстати, я сейчас вам покажу еще одну панель. Вот еще одна красавица. 450 ватт, 15,5 ампер и 54 или 56 вольт максимум. Я уже оставлял на канале ее показатели. Кстати, ну очень-очень огромная. Вот так вот. То есть недалеко от этой красавицы. Так вот, вернемся к генератору. Если кого будет интересовать, ну, я лично за 100 евро ее купил. Может, можно ее где-то найти и дешевле, не знаю. И я вообще, если на канале ничего не рекламирую, вы можете перейти у меня, значит, в Телеграм. Там у меня абсолютно бесплатная подписка, плюс абсолютно бесплатный совет от мастеров. И доверяйте, ну проверяйте. Вот. Я показываю лишь только тот опыт, который я прошел. То есть, возможно, мой опыт и моя практика, она быть самой отстойной, которая только может быть, но лично меня все устраивает. Ну, а тут я просто показываю кабеля сзади. Вот вся приблуда. И поехали, теперь уже зайдем вовнутрь. Опа! Вот у меня работает лампочка. И, значит, работает вытяжка. Чтобы эти товарищи круглосуточно были с освещением. Да, у меня есть базовая сейчас энергия, но таким образом я постепенно экономлю. И, знаете, чуть там от панели и заметно ощутимо. Согласен, что летом себя солнечная панель лучше показывает, вы больше можете, значит, с нее мощности взять. И там конкретно можно киловатты в день бесплатные получать прилично, даже от одной солнечной панели. То есть она заряжает аккумуляторы, многие задаются людям вопросы, может ли солнечная панель функционировать без аккумуляторов. Вот просто лично в той системе, которую я показал, нет. Нужен аккумулятор. Но аккумулятор еще и служит как нагрузка, которую вы будете получать на свой преобразователь. И плюс еще как пауэрбанк. Поэтому не спешите расстраиваться. Вот. Вернусь к генератору. Чтобы вот это, блин, когда нет света по 10 часов, мне придется напалить 10 литров минимум, чтобы какая-то там лампочка, блин, и вытяжка фурычила. Вытяжка им здесь нужна, чтобы у них постоянный был свежий кислород. Вот сюда у меня втягивается кислород, а сюда вытягивается. Вы понимаете, запашки, где товарищи сразу писают, какают. В общем, вернемся к делу. Но солнечная панель, аккумуляторы, то есть из двух аккумуляторов я могу взять 500-600 ватт так, чтобы их не разрядить в ноль. В ноль нельзя аккумулятор разряжать, это уже 1,5. Делать это нельзя. 1,7 без нагрузки можно. 1,5 это уже фигово. Вы можете так его угробить, засульфатировать, и потом будут последствия неприятные. Так, вот у нас тут перепелочки тусуются.
В общем, я думаю, что я все понятно объяснил. Но все же у вас, если есть вопросы, пишите. Я сниму дальше вам видео, расскажу, что да как, что подключить, что. И в ускоренной даже съемке смогу вам показать, если вдруг что непонятно. Генератор это спасение, там, чтобы включить какое-то мощное оборудование, там, не знаю, насос, чтобы вода набралась, там, закипятить чайник. Но это точно не мой случай, так как я в частном доме, я пошел, вон дрова на улице распалил, шашлык, там, все такое, водичку закипятил, покушать приготовил, там, с женой поели, там, собакам приготовили на том же мангале. Это не проблема, ну, вот. Также, я думаю, не проблема, у кого есть квартира и там газ. Лично у меня газа нет, я не пользуюсь по личным причинам. Вот. А что касаемо в квартире, да, можно поставить солнечную панель на балконе и заряжать аккумуляторы. В самую хмурую погоду вы получите 0,5-0,8 ампер. Согласен, это не будет у вас такой вот, то есть январь месяц, вот, блин, вообще вот по солнцу он очень слаб, как и предыдущий. Ну вот в феврале уже нарисовалось солнышко, уже какое-то получается из этого приличный даже заряд, там, когда 3 ампера, когда 5 ампер, когда 7 ампер. А в хмурую погоду, ну вы зарядите аккумулятор, кое-как зарядите, там, начиная, там, грубо говоря, с 9 утра и там до 3 часов вечера, вы зарядите аккумулятор, чтобы у вас Wi-Fi работал, у вас, блин, Wi-Fi, вы понимаете, что Wi-Fi, он за месяц 2 киловатта всего напаливает. И у вас вот такие вот экономки смогут светить. Всякие там вот такие гаджеты, там, блин, это вообще, вы не сможете даже эти аккумуляторы разрядить, ну, 120 ампер часов, блин. Если вы там пару телефонов используете и освещение, ну, будет у вас все хорошо фурычить. Это реально спасает, вот. И вы его не будете даже на 50% разряжать, уже с утра он будет заряжаться сам от солнечной панели. И все, вот такие дела. Все, пишите ваши комментарии, поставьте этому видео лайк, я очень старался. Спасибо за просмотр.